Представьте себе мир, где нет часов, нет работы по графику, нет пробок, зарплат и кредитов, где человек живет в полном слиянии с природой, как тысячи лет назад, где каждый новый день — это охота, поиск пищи, рассказы у костра и песни под звездным небом. Этот мир существует, и находится он в самом сердце Восточной Африки. Здесь, на землях у озера Эяси, живет один из последних свободных народов планеты — племя Хадза. Хадза — это не просто люди, это живой мост между прошлым и настоящим. Их образ жизни почти не изменился с каменного века. Ни государство, ни религия, ни современная экономика не диктуют им условия. У них нет вождей, нет собственности, нет классов. Здесь все равны, каждый день это выживание, но в то же время это подлинная свобода. Их всего около 1000, и они, возможно, последние на Земле, кто по-настоящему живет так, как жили предки человечества десятки тысяч лет назад. Без интернета, без электричества, без стен и потолков. Только небо над головой и земля под ногами. Эта история не просто о племени, это история о том, кем мы были и кем могли бы быть. Добро пожаловать в мир Хадза. Племя Хадза живет в Танзании, на востоке Африки, в районе озера Эяси. Это одно из самых суровых и уединенных мест в стране. Их родные земли — не пышные джунгли и не плодородные долины. Это засушливая саванна с редкими деревьями, сухой почвой и сильным ветром. Озеро Эяси лежит между знаменитыми природными заповедниками Серенгети и кратером Нгоронгоро. Миллионы туристов каждый год приезжают сюда, чтобы увидеть большую пятерку Африки: львов, слонов, леопардов, буйволов и носорогов. Но лишь немногие знают, что неподалеку от этих туристических маршрутов живет один из самых уникальных народов планеты — Хадза. Сегодня численность племени составляет примерно 1200 человек, и только около 300 из них ведут полностью традиционный образ жизни. Остальные уже переместились ближе к городам или начали смешиваться с другими этносами. У Хадза нет деревень в привычном понимании. Их жилища — это временные укрытия, которые они строят из веток и сухой травы. Нет заборов, улиц или участков. Когда ресурсы в окрестностях иссякают, они просто собирают свои вещи и перемещаются в новое место. Их быт — это постоянное движение, адаптация и полная зависимость от природы. Здесь не увидишь холодильников, телевизоров и кроватей. Зато можно услышать, как ночью поет ветер, как трещат цикады и как люди разговаривают с огнем, как это было задолго до появления письменности. Каждый день для племени Хадза — это не просто день, это миссия. Мужчины и женщины просыпаются с рассветом и сразу разделяются. Мужчины идут на охоту, женщины — собирать съедобные растения. Охота — это сердце их жизни. Мужчины берут с собой луки, сделанные вручную, и стрелы, которые часто натирают ядом. Он изготавливается из сока, ядовитых растений или гусениц. Яд смертельно опасен для животных, но требует точного выстрела. Они могут часами преследовать антилопу, читать следы, слушать звуки, замечать едва заметные сломанные ветки. У Хадза нет навигаторов, только интуиция, опыт и терпение. Женщины в это время вооружены палками для копания. Они выискивают съедобные корни, клубни, ягоды, дикорастущие плоды. Одним из самых ценных продуктов считается плод баобаба.
Он дает много витаминов и долго сохраняется. Особое место в рационе занимает мед. Когда охотники находят пчелиное гнездо, один из них забирается высоко на дерево, дымит гнездо, забирает соты и делит мед с племенем. Часто мед добывается с риском для жизни. Все, что они добывают, делится. У Хадза нет накоплений. Один день, одна охота. Один улов на всех. И если кто-то ничего не нашел, он все равно будет накормлен. Это закон племени. Их еда проста, но питательна. Их день тяжел, но наполнен смыслом. И каждый вечер они возвращаются к огню, чтобы поделиться историей прожитого дня. Когда ты слушаешь, как Хадза говорят, первое, что бросается в уши, это звуки, которых мы не привыкли слышать. Их язык, хадзане, уникален. Он относится к числу так называемых щелкающих языков и состоит из щелчков, хлопков и свистов, которые переплетаются с обычными гласными и согласными. Это язык, который невозможно понять на слух с первого раза. Он не похож ни на суахили, ни на английский, ни на какой-либо другой африканский или мировой язык. Это настоящий живой артефакт. Один из последних в мире, не имеющий письменности и полностью передающийся устно от поколения к поколению. У Хадза нет школ. Обучение здесь происходит через подражание. Дети с малых лет наблюдают за взрослыми, как те охотятся, добывают пищу, поют, рассказывают истории. Никто не кричит на ребенка, никто его не наказывает. Воспитание строится на уважении, внимании и опыте. Вечером, когда день заканчивается, у костра собираются все – старики, дети, женщины, охотники. Здесь рассказываются истории, не просто сказки, а настоящие устные хроники племени. О том, как духи помогали в охоте, как один из предков разговаривал с шакалом, или как человек однажды ушел в горы и вернулся с новой песней. Песни и танцы – это не развлечение, а часть духовного и социального мира. Танец может быть призывом к удачной охоте, благодарностью за пищу или способом сплотить группу. Их ритмы просты, но сильны. Они бьют в грудь, как пульс самой земли. У Хадза культура не записана, но она жива. Она звучит, двигается, смеется и дышит, пока есть костер, пока есть племя. Несмотря на тысячелетнее существование, сегодня Хадза живут под постоянным давлением. И это давление исходит не от природы, с которой они умеют сосуществовать, а от современного мира, который все ближе подбирается к границам их свободы. Земли, на которых племя охотилось поколениями, постепенно захватываются. Сначала фермерами и скотоводами, затем корпорациями и частными владельцами. Саванна превращается в пастбища, появляются заборы, дороги, новые поселения. И каждый такой шаг лишает Хадза доступа к их главному источнику жизни, к природе. Туризм – еще одна угроза, скрытая под маской помощи. Туристические компании организуют туры в гости к племени, обещая путешественникам экзотику первобытной жизни. Людей выводят на показ, как в зоопарке, нарушая их ритм жизни, подменяя настоящее театральным. Государство тоже вмешивается. Оно предлагает интеграцию, школы, больницы, паспорта. И, казалось бы, все это ради блага. Но когда у народа нет письменного языка, письменных законов и традиций частной собственности, любая бумага может означать потерю последнего куска земли. Молодежь все чаще покидает племя. Кто
кто-то уходит в города, кто-то в соседние этнические группы, и с каждым ушедшим уходит носитель языка, культуры, памяти. Некоторые хадза уже начинают говорить на суахили, носить европейскую одежду, пользоваться телефонами. Будущее хадза под вопросом, сохранится ли их образ жизни в следующем поколении, смогут ли они отстоять свое право быть другими в мире, который хочет сделать всех одинаковыми. Племя хадза — это не просто народ, это зеркало, в которое мы боимся заглянуть. Они — живое напоминание о том, кем был человек до городов, технологий, банков и границ. Их образ жизни показывает, можно быть свободным без имущества, можно быть счастливым без амбиций, можно жить в гармонии, не управляя природой, а становясь ее частью. В мире, где мы стремимся к большему, хадза живут с минимумом. Где мы копим, они делятся. Где мы страхуемся на будущее, они живут сегодняшним днем. Это не значит, что их путь идеален. Это значит, что он другой. И в этой инаковости мудрость, которую мы почти забыли. Мы боимся остаться без сигнала, а они никогда не были с ним связаны. Мы живем по будильнику, а они по солнцу. У нас есть все, и мы устаем. У них почти ничего, но они поют. Племя хадза напоминает счастье не в вещах, а в связи с землей, с другими, с собой. Возможно, мы уже не сможем вернуться к их образу жизни, но мы можем остановиться и подумать, что из того, что мы потеряли, стоило сохранить, и что из того, что они все еще хранят, мы могли бы вернуть себе. Пока хадза живы, у нас есть шанс вспомнить, кем мы были и кем можем быть. И на этом все. Надеюсь, это видео было для вас полезным. До скорой встречи и увидимся в следующем видео. Спасибо, что посмотрели. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики.